Всем привет! В этом видео я читаю русские народные сказки, которые, скорее всего, многие из вас не слышали, и рисую. Это фольклорный сборник Александра Николаевича Афанасьева. И, скорее всего, эти сказки подходят для прослушивания взрослым. Поэтому перед тем, как включать детям, пожалуйста, прослушайте сами. Подписывайтесь, ставьте лайк, и мы начинаем. В некотором царстве, в некотором государстве был купец. Жена у него померла, остался один сын Иван. К этому сыну приставил он дядьку, а сам через некоторое время женился на другой жене. И как Иван купеческий сын был уже в возрасте и больно хорош собою, то мачеха и влюбилась в него. Однажды Иван купеческий сын отправился на плотике по морю охотничать с дядькою. Вдруг увидели они, что плывут к ним 30 кораблей. На тех кораблях была царь-девица с 30 другими девицами, своими названными сестрицами. Когда плотик сплылся с кораблями, в тот час все 30 кораблей стали на якорях. Ивана купеческого сына вместе с дядькой позвали на самый лучший корабль. Там их встретила царь-девица с 30 девицами, названными сестрицами. И сказала Ивану купеческому сыну, что она его крепко-крепко полюбила и приехала с ним повидаться. Тут они и обручились. Царь-девица наказала Ивану купеческому сыну, чтобы завтра в то же самое время приезжал он на это место. Распростилась с ним и отплыла в сторону. А Иван купеческий сын воротился домой, поужинал и лег спать. Мачеха завела его дядьку в свою комнату, напоила пьяным и стала спрашивать, не было ли у них чего на охоте. Дядька ей все рассказал. Она, выслушав, дала ему булавку и сказала, «Завтра, как станут подплывать к вам корабли, воткни эту булавку в одежду Ивана купеческого сына». Дядька пообещался исполнить приказ. Поутру встал Иван, купеческий сын, и отправился на охоту. Как скоро увидал дядька плывущие вдали корабли, тотчас взял и воткнул в его одежду булавочку. «Ах, как я спать хочу!» – сказал купеческий сын. «Послушай, дядька, я покуда лягу да посплю, а как подплывут корабли, в то время, пожалуйста, разбуди меня». «Хорошо, отчего не разбудить?» Вот приплыли корабли и остановились на якорях. Царь-девица послала за Иваном купеческим сыном, чтоб скорее к ней пожаловал, но он крепко-крепко спал. Начали его будить, тревожить, толкать, но что ни делали, не могли разбудить, так и оставили. Царь-девица наказала дядьке, чтобы Иван купеческий сын завтра опять сюда же приезжал, и велела подымать якоря и паруса ставить. Только отплыли корабли, дядька выдернул булавочку, и Иван купеческий сын проснулся. Вскочил и стал кричать, чтоб царь-девица назад воротилась. Нет уж, она далеко, не слышит. Приехал он домой печальный, кручинный. Мачеха привела дядьку в свою комнату, напоила допьяна, повыспросила все, что было, и приказала завтра опять воткнуть булавочку. На другой день Иван купеческий сын поехал на охоту, опять проспал все время и не видал царь-девицы. Наказала она побывать ему еще один раз. На третий день собрался он с дядькой на охоту, стали подъезжать к старому месту, увидали, корабли вдали плывут. Дядька тотчас воткнул булавочку, и Иван купеческий сын заснул крепким сном. Корабли приплыли, остановились на якорях. Царь-девица послала за своим нареченным женихом, чтобы к ней на корабль пожаловал. Начали его будить всячески, но что ни делали, не могли разбудить. Царь-девица увидала хитрости мачехины, измену дядькину и написала к Ивану купеческому сыну, чтобы он дядьке голову отрубил. И если любит свою невесту, то искал бы ее за 3-9 земель в 30 царстве. Только распустили корабли паруса и поплыли в широкое море, дядька выдернул из одежки Ивана купеческого сына булавочку, и он проснулся. Начал громко кричать да звать царь-девицу, но она была далеко и ничего не слыхала. Дядька подал ему письмо от царь-девицы. Иван купеческий сын прочитал его, выхватил свою саблю острую и срубил злому дядьке голову, а сам пристал поскорее к берегу. Пошел домой, распрощался с отцом и отправился в путь-дорогу искать 30-е царство. Шел он, куда глаза глядят. Долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Приходит к избушке, стоит в чистом поле избушка на куричьих голяшках повертывается.
Взошел в избушку, а там баба-яга костяная нога. «Фу, фу!» — говорит. «Русского духу слыхом было не слыхать, видом не видать, а ныне сам пришел. Волей, али не волей, добрый молодец? Сколько волею, а вдвое не волею. Не знаешь ли, баба-яга, 30-го царства?» «Нет, не ведаю», — сказала яга и велела ему идти к своей средней сестре. Та не знает ли. Иван Купеческий сын поблагодарил ее и отправился дальше. Шел, близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, приходит к такой же избушке. Взошел, и тут баба-яга. «Фу, фу!» — говорит. «Русского духу слыхом было не слыхать, видом не видать, а ныне сам пришел. Волей, али не волей, добрый молодец? Сколько волею, а вдвойне не волею? Не знаешь ли, где 30-е царство?» «Нет, не знаю», — отвечала яга и велела ему зайти к своей младшей сестре. Та, может, и знает. «Коли она на тебя рассердится, да захочет съесть тебя, ты возьми у ней 3 трубы и попроси поиграть на них. В первую трубу не громко играй, а в другую погромче, а в третью еще громче». Иван Купеческий сын поблагодарил ягу и отправился дальше. Шел, долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, наконец увидал избушку. Стоит в чистом поле, на куричьих голяшках повертывается. Взошел, и тут баба-яга. «Фу, фу! Русского духа слыхом было не слыхать, видом не видать, а нынче и сам пришел», — сказала яга и побежала зубы точить, чтобы съесть незваного гостя. Иван, купеческий сын, выпросил у ней 3 трубы. В первую негромко играл, в другую погромче, а в третью еще громче. Вдруг налетели со всех сторон всякие птицы. Прилетела и жар-птица. «Садись скорее на меня», — сказала жар-птица, — «и полетим, куда тебе надобно, а то баба-яга съест тебя». Только успел сесть на нее, прибежала баба-яга, схватила жар-птицу за хвост и выдернула немало перьев. Жар-птица полетела с Иваном Купеческим сыном. Долгое время неслась она по поднебесью и прилетела, наконец, к широкому морю. «Ну, Иван Купеческий сын, 30-е царство за этим морем лежит. Перенесть тебя на ту сторону я не в силах. Добирайся туда, как сам знаешь». Иван Купеческий сын слез с жар-птицы, поблагодарил и пошел по берегу. Шел, стоит избушка. Зашел в нее. Повстречала его старая старуха. Напоила, накормила и стала спрашивать, куда идет, зачем странствует. Он рассказал ей, что идет в 30-е царство, ищет царь-девицу, свою суженую. «Ах!» – сказала старушка, – «уж она тебя не любит больше. Если ты попадешься ей на глаза, царь-девица разорвет тебя. Любовь ее далеко запрятана. Как же достать ее? Подожди немножко. У царь-девицы живет моя дочь, и сегодня обещалась побывать ко мне. Разве через нее как-нибудь узнаем?» Тут старуха обернула Ивана Купеческого сына булавкою и воткнула в стену. К вечеру прилетела ее дочь. Мать стала ее спрашивать, не знает ли она, где любовь царь-девицы запрятана. «Не знаю», – отозвалась дочь, и обещала допытаться про то у самой царь-девицы. На другой день она опять прилетела и сказала матери: «На той стороне океана моря стоит дуб. На дубу сундук, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, а в яйце любовь царь-девицы». Иван Купеческий сын взял хлеба и отправился на сказанное место. Нашел дуб, снял с него сундук, из него вынул зайца, из зайца утку, из утки яйцо и воротился с яичком к старухе. Настали скоро именины старухины. Позвала она к себе в гости царь-девицу с 30 иными девицами, ее названными сестрицами. Энто яичко испекла, а Ивана Купеческого сына средила по-праздничному и спрятала. Вдруг в полдень прилетают царь-девица и 30 иных девиц. Сели за стол и стали обедать. После обеда положила старушка всем по простому яичку, а царь-девице то самое, что Иван Купеческий сын добыл. Она съела его и в ту же минуту крепко-крепко полюбила Ивана Купеческого сына. Старуха сейчас же его вывела. Сколько тут было радостей, сколько веселья! Уехала царь-девица вместе с женихом, купеческим сыном, в свое царство, обвенчались и стали жить, да быть, да добро копить. Напишите в комментариях, слышали ли вы такую сказку и как вам вообще такой формат. До встречи в новых видео.